Компания Hozon Auto представила на шанхайском автошоу в будущем серийный седан Neta S, который также именуют Neja S, созданный по мотивам концепта Eureka 03, увидевшим свет в минувшем году. Внешность новой модели по пути на конвейер несколько упростили в сравнении с предшественником, чего нельзя сказать о начинке. Для Neta S заявлена автономность 4-го уровня в ряде сценариев, опирающаяся на целый комплекс современных высокотехнологичных радаров и других плюшек. Но и это еще не все. Подробнее о новинке мы расскажем в нашем обзоре. Кстати, на канале уже есть большая коллекция обзоров на самые свежие автоновинки из Поднебесной. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. В описании электрического фастбека китайский производитель использует модное слово «купе». По сути же это купеобразный седан, передняя часть которого имеет клиновидную форму, характерную для спорткара 80-х годов с их слепыми мордами. Он вполне придется по вкусу ценителям обтекаемых форм явной футуристической направленности, брутальности и технологичности. Кстати, буква S в названии по замыслу авторов модели намекает на секси, спирит и спорт. Можно сказать, что в этом явно что-то есть, ведь авто действительно выглядит на все 100. А вот дизайн салона обновление не затронуло. На месте остался и двухэкранный кокпит с дисплеем по 12,3 дюйма и прозрачные передние стойки, на которых по-прежнему расположились экраны, показывающие картину с внешних камер, и устройства, устраняющие слепые зоны при обзоре вперед. Но есть и кое-что интересное. Новая Neta S умеет узнавать водителя в лицо и автоматически настраивать сиденье. А еще она самостоятельно паркуется по команде со смартфона. Кроме того, в оснащении Neta S вошли мультимедийная система с 5G интернетом, возможность обновления ПО по воздуху и автопилота 4-го уровня. Его электронный мозг получает информацию от 6 телекамер, 5 радаров и 3 лидаров, а также целой батареи ультразвуковых датчиков. Модель Neta S построена на новой платформе, разработанной с нуля, на что стартап Hozon потратил 2 миллиарда юаней. В долларовом эквиваленте эта цифра соразмерна сумме в 308 миллионов 496 тысяч. Остается только надеяться, что такие баснословные деньги были потрачены не зря. Многие характеристики новинки по-прежнему не раскрыты, как и его интерьер. Но компания уверяет, что фастбэк набирает первую сотню с нуля за 3,9 секунды, а также проходит лосиный тест на скорости выше 80 км в час. Объем батареи не назван, однако у модели будет базовая версия с пробегом на одной зарядке в 800 км и исполнение с расширенным диапазоном на 1100 км. Таких показателей ранее не демонстрировал ни один электрокар. Но здесь стоит учитывать, что цикл не был указан, но китайцы обычно используют NIDC, которые по сути набрасывают сверху около 15-20%, то есть реальный километраж будет меньше. Еще известно, что быстрая зарядка аккумулятора возможна при мощности до 240 кВт. Первые 5 минут дадут 150 км пробега, а восполнение аккумулятором заряда до 80% требует всего 20 минут. Что касается подвески, то было заявлено о том, что новой Neta S спереди применена подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади традиционная многорычажка. Серийный выпуск Neta S начнется по прогнозу к концу текущего года. Стартовая цена пока не объявлена, но она будет находиться в районе 30 тысяч долларов, что сопоставимо с ценой одного из главных соперников – седана Xpeng P7. Сейчас его можно купить начиная от 35 тысяч долларов с учетом субсидий, выдаваемых властями КНР на покупку экологичных авто. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на канал, высказать свое мнение в комментарии и поставить этому видео жирный лайк.